Всем привет, друзья! С вами проект Power Device, и в этом ролике я хочу показать вам, что из себя представляет смартфон Redmi Note 13 Pro Plus. А также для интереса проведем сравнение со смартфоном Redmi Note 10 Pro. В ролике мы кратко, но четко по фактам пробежимся по всем его характеристикам, затронем внешние параметры, внутренние, а также сравним его прошивку со смартфоном Redmi Note 10 Pro и посмотрим, какие есть отличия. Забегая немного вперед, скажу, что Redmi Note 13 Pro Plus это флагманский смартфон, и прошивка у него также отличается некоторыми флагманскими фишками. Итак, быстро пробежимся по его комплектации. Во-первых, вот так выглядит глобальная версия коробки данного смартфона. Это на тот случай, если вы будете заказывать его где-то в Китае или на Озоне. Коробка китайской версии отличается. Заказывал я цвет Midnight Black, 8 гигабайт оперативки и 256 встроенной. Внутри коробки практически все по стандарту. Конверт, в котором находится ключ-скрепка, также различные инструкции и чехол. Это фирменный качественный чехол от Redmi. Сверху чехол имеет матовую текстуру. Одевается достаточно легко, блок с камерами полностью закрывается чехлом, и смартфон можно без проблем класть на стол, не боясь поцарапать объектив. В нижней части коробки идут две вещи. Это зарядник и провод. Смартфон поддерживает сверхбыструю зарядку на 120 Вт, но, друзья, сразу скажу, что я уже протестировал эту зарядку, и до 100% телефон заряжался у меня 28 минут, хотя Xiaomi заверяли, что данный телефон полностью будет заряжаться за 19 минут. Также сразу отмечу насчет зарядки. Если зайти в приложение «Безопасность», «Заряд», «Батарея», то здесь можно включать усиление зарядки. Так вот, друзья, когда я тестировал заряд, я не включал эту галочку. И без этой галочки у меня вышло 28 минут. Если же включать усиление зарядки, то выходит около 25 минут. Разница небольшая, но при включении этой галочки батарея будет перегреваться. И в долгосрочной перспективе будет повышенный износ. Поэтому лично я на своем Redmi Note 13 Pro Plus не буду включать эту галочку. Сравнивая зарядники, сразу видно, что они разного размера, а также веса. Это Redmi Note 10 Pro, а это наши новинки. Также есть небольшая разница в комплектных проводах. Снизу провод от Redmi Note 10 Pro, и он чуть тоньше. Итак, перейдем к внешним характеристикам телефона. Задняя сторона телефона разделяется на две части. Снизу он перламутровый и цветом похож на Redmi Note 10 Pro, но все же тринашка чуть темнее. Верхняя часть, где начинается блок с камерами, полностью черная и глянцевая. Блок с камерами нашей новинки выпирает из корпуса чуть сильнее, чем у того же Redmi Note 10 Pro. К слову говоря, его задняя поверхность покрыта стеклом. По ощущениям сразу становится понятно, что это флагманские материалы. И по тактильным ощущениям я могу сравнить сборку и материалы с телефоном Xiaomi 13T. Размеры экранов здесь одинаковые – 6,67 дюймов. Вес телефона Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus составляет 199 грамм. Redmi Note 10 Pro весит 193 грамма. Толщина корпуса новинки 8,9 мм, толщина 10 модели 8,1 мм. Экран тринашки покрыт современным стеклом Gorilla Glass Victus. Также сверху на это стекло клеится заводская пленка. В новинке также установлен AMOLED-дисплей, есть поддержка Dolby Vision, HDR10+, пиковая подсветка 1800 ниц. В Redmi Note 10 есть также поддержка HDR, только без знака плюс, и пиковая подсветка здесь 1200 ниц. Вообще, если присмотреться, то на Redmi Note 13 Pro Plus экран более светлый, а также на 10 модели черные цвета более глубокие. Видимо, есть большая разница в матрице, а также заметные изменения в HDR. Также однозначно стоит отметить, что телефон Redmi Note 13 Pro Plus защищен по стандарту IP68. Это защита от пыли и воды, с ним смело можно купаться без глубокого погружения. Тогда как 10-я модель имеет защиту IP53, защита от дождя. Благодаря защите IP68 наша новинка сверху не имеет отверстия под наушники. Проводные наушники здесь можно подключать через переходник USB Type-C. Но, к сожалению, такой переходник не идет в комплекте, его нужно докупать отдельно. Экран на телефоне Redmi Note 13 Pro Plus изогнут. Я на своем телефоне пользуюсь жестами, и когда экран изогнут, пользоваться жестами одно удовольствие. Палец очень удобно скользит по экрану. Какую версию прошивки и Android вы получаете из коробки? Версия MIUI из коробки здесь 14.02. Мне сразу прилетело обновление на MIUI 14.0.5.
Также в скором времени сюда придет HyperOS. И если вы подписчик моего канала, то вы знаете, что недавно вышло обновление приложения Xiaomi Community. На канале я уже показывал, как можно подавать заявки на бета-тестирование, а также на разблокировку загрузчика. Если зайти в бета-тестирование, то на данный телефон можно подать заявку. Я обязательно подам заявку, когда проведу все тесты и съемки. Если кто-то еще не знает о данном приложении, то его можно скачать в моем телеграм-канале Power Device. Ссылку оставлю в описании. Также отмечу, что еще меня беспокоило перед заказом данного телефона. Это его процессор Dimensity 7200 Ultra. Дело в том, друзья, что я уже долгое время, несколько лет занимаюсь смартфонами Xiaomi, а в частности их настройкой, различными фишками и так далее. И по моим наблюдениям, в телефонах Xiaomi, Redmi и Poco часто различаются прошивки, а именно их фишками. Как известно, на флагманах больше фишек, а еще я замечал, что если на Xiaomi процессор Dimensity, то некоторые фишки, которые мы устанавливаем из других оболочек, могут не работать. На процессорах Snapdragon такие фишки работают чаще, но данный телефон это опровергает. Сейчас покажу, о чем я. Не так давно я снимал видео на своем канале, где показывал, что можно установить новую галерею, а также дополнение к ней, и у вас появятся новые фишки. К сожалению, данная фишка на Redmi Note 10 Pro не появилась, просто его оболочка это не поддерживает. По умолчанию на телефоне Redmi Note 13 Pro Plus также нету этой фишки, но я ее установил и она заработала. Открываю какую-то фотографию, показать в галерее, далее удерживаю пальцем на фотографии, и она выделяется. Далее можно скопировать выделенную область, либо заменить фон. Также, например, открою фото, где есть текст. Показать в галерее, удерживаю на тексте, и он выделяется. Можно даже увеличить и выделить мелкие буквы. Все эти фишки и функции берутся из флагманских смартфонов, а потом мы их устанавливаем себе. Так вот, такие функции на этом телефоне без проблем работают. Данный телефон я заказывал на AliExpress, и когда он шел, я боялся, что здесь будут буквы с индексом RU. Я хотел именно ми, либо евро. Также в данной прошивке есть -1 экран. То есть я свободно могу из ленты виджетов переносить виджеты себе на рабочий стол. Также прошивку данной модели однозначно можно назвать флагманской, потому что здесь есть некоторые крутые фишки. Например, если на 10-й модели зайти в безопасность, питание, то здесь не будет никаких дополнительных функций. А если в новинке зайдем в безопасность, заряд, батарея, то помимо ускорения зарядки мы увидим оптимизацию зарядки. Здесь MIUI обучается в процессе и держит состояние вашей батареи в норме. Далеко не на всех Redmi есть подобная функция. Также ни на одном из телефонов Redmi я не видел следующую функцию. Расширенные настройки, функции жестов. Все вот эти функции есть практически на каждом Redmi, а вот коснуться сзади – это фишка флагманов. Например, двойное касание сзади – запуск камеры. Теперь я просто 2 раза бью пальцем сзади и открывается камера. Повторюсь, для телефонов Redmi это редкая функция. В основном она только на флагманах. Что касается камер новинки, основная камера здесь на 200 мегапикселей, есть электронная, а также оптическая стабилизация. Остальные две камеры это ультраширик на 8 мегапикселей с углом обзора 120 градусов и 2-мегапиксельная макро. Кстати, когда я первый раз здесь зашел в камеру, я не обнаружил супер макро. Данная фишка есть на Redmi Note 10 Pro, и она меня очень радует. И поскольку здесь заявлена мощная камера, я думаю снять обзор отдельно на эту тему и все досконально разобрать по пунктам. Все функции, фотографии и видео. Ну а сейчас давайте протестируем Redmi Note 13 Pro Plus в AnTuTu. Итак, тесты окончены, новинка набирает 715 741 балл. В начале теста телефон был 36 градусов, в конце теста 38,7. В принципе, под нагрузкой температура поднялась совсем немного, на 2,7 градуса. Батарея разрядилась на 6%. В целом, по поводу производительности телефон не в чем упрекнуть, работает он очень шустро. Также стоит упомянуть звук. У Redmi Note 13 Pro Plus имеется 2 стереодинамика, один снизу, а вторым динамиком подключается разговорный динамик. Все то же самое на Redmi Note 10 Pro. Но, друзья, мне показалось, что звук на Redmi Note 10 Pro немножко громче, совсем чуть-чуть.
В целом, по первым тестам и ощущениям могу сказать следующее. Данный телефон однозначно ощущается как флагманский. Причем это ощущение создается как снаружи телефона, так и внутри, в его прошивке. Подкрепляется все это его быстрой работой. И также отмечу, что телефон вообще не сильно греется, что на зарядке он не сильно грелся, что в тестах Antutu также температура поднялась совсем немного. Это очень радует. Друзья, если у вас возникнут любые вопросы по поводу телефона Redmi Note 13 Pro Plus, задавайте их в комментариях. Обязательно постараюсь помочь. Конечно же, на своем канале я продолжу снимать различные фишки Xiaomi Redmi и Poco. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.